Сегодня мы поговорим о мифах про статины с комментарием врача-кардиолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Мифы о статинах. Сколько бы ни печатались статей и ни проводилось бесед на приемах, мифы о статинах всегда есть. Миф первый. У меня высокий холестерин, значит мне нужны статины. Не всегда и не всем. Сначала проводится оценка риска по шкале SCORE-2, изучается история жизни, назначаются дополнительные обследования. Миф второй. Чтобы не было побочных эффектов, принимать статины нужно курсом. Нет, если назначен препарат, мы принимаем его постоянно. При отмене лекарства все риски вернутся. Это все равно, что чистить зубы раз в месяц и надеяться, что кариес обойдет стороной. Миф третий. Если назначили, то теперь навсегда. Подсадили. Подсесть на препарат нельзя. На весах ваша жизнь без инфаркта, инсульта и деменции. Выбор всегда за вами. Миф четвертый. Самый страшный у меня больная печень, а ваши статины ее угробят окончательно. Статины доказали свою безопасность при лечении пациентов с заболеваниями печени, в том числе с неалкогольной жировой болезнью печени, гепатитами С и В, в неактивности. Они снижают риск онкологии, прогрессирование разрастания соединительной ткани при циррозе и, конечно, сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у пациентов с заболеваниями печени. Миф пятый. Не менее ужасный. Начинаю принимать статины и болят ноги. Такой эффект может быть, он проходит. Чаще всего срабатывает эффект ноцебо, ожидание побочного эффекта. В исследовании Сэмпсон проводилось изучение мышечных болей у пациентов, последовательно принимающих статины, плацебо и не получающих липид-снижающую терапию, 60 пациентов и 12 месяцев наблюдения. Выраженность симптомов составила по 100-бальной шкале 8 без статинов, 15 во время приема плацебо, 16 на статинах. Миф шестой интересный. Статины вызывают диабет. Иногда такое встречается, чаще у женщин, страдающих ожирением. В среднем в 28% случаев при приеме лекарств может возникнуть сахарный диабет второго типа, неинсулинозависимый, но назначение статинов при этом резко уменьшает риск осложнений диабета на сосуды ног, сердца, сетчатки глаза. Нужно пролечить более 200 пациентов. 4 года, чтобы у одного из них развился сахарный диабет. Данные Cholesterol Treatment Trials. Положительные эффекты от терапии статинами отчетливо превосходят риск развития диабета в отношении 9 к 1. Поэтому статины обязательно назначают пациентам с сахарным диабетом при высоких рисках сердечно-сосудистых осложнений. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!